Хамдан бин Мохаммед бин Рашад аль-Мактум – сын шейха Мохаммеда и его первой жены Хинд бин Мактум бин Джума аль-Мактум. Он второй сын из 12 детей эмира и четвертый ребенок по старшинству. Личная жизнь правителей Арабских Эмиратов по большей части остается в тени. Известно, что шейх Мохаммед женился в 1979 году на своей двоюродной сестре Хинд бин Мактум ибн Джума аль-Мактум. С первой супругой у них родилось 12 детей, 5 сыновей и 7 дочерей. Первая жена шейха – персона непубличная, поэтому фотографий и информации о ней мало. Второй, а может быть пятой, точных данных нет, наиболее известной и публичной, супругой шейха Мохаммеда является Хая бинт аль-Хусейн. Они поженились 10 апреля 2004 года. У супругов есть дочь Аль-Джалила и сын Заед. Совсем недавно разразился скандал, когда СМИ стало известно, что Хая буквально сбежала от своего супруга. После этого эмир Дубая публично заявил, что бывшая жена для него умерла. Сейчас в Лондоне идет процесс о разводе и опеке над детьми, но сам эмир в зале суда не появляется. Его интересы представляет звездный адвокат. Заседания проходят в закрытом режиме. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов, и сегодня мы с вами поговорим о том, как принц Дубая тратит свои миллиарды. Но вернемся к принцу Хамдану. Получив начальное и среднее образование в Дубае, Хамдан отправился в Великобританию, где поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. Как известно, там же в свое время обучались сам Мохаммед и принцы Уильям и Гарри. Образование имеет огромное значение в жизни, это ключ ко всему. Учеба в Дубае, а затем в Соединенном Королевстве открыла мне глаза на многие возможности. Образование, знания и понимание многих вещей позволяют искать и открывать новые горизонты. Академия в Сандхерсте научила меня дисциплине, ответственности, обязательности. Эти ценности необходимы мне для компетентного выполнения своих обязанностей, рассказывает Хамдан в одном из интервью в 2012 году. Его состояние оценивается по разным данным от 5 до 13 миллиардов долларов. Хамдан владеет 77-метровой яхтой, проживает во дворце Зайбел Пэлас в Дубае, а также владеет дворцами в Абу-Даби и в пустыне рядом с Дубаем. Его отец – один из самых влиятельных людей на Ближнем Востоке. И сам принц Хамдан имеет все шансы стать таким же с течением времени. Его неофициальное прозвище – Аладдин. Как и его отец, Хамдан пишет стихи и поэмы. В Арабских Эмиратах он известен под псевдонимом Фазза, также называется его страница в Инстаграме, что на эмиратском диалекте означает «человека, который спешит помочь и поддержать других». Несколько его стихов легли в основу песен. Также шейх Хамдан является председателем городского совета Дубай, президентом спортивного комитета Эмирата Дубай, почетным покровителем Дубайского центра исследования аутизма и Лиги поддержки молодежного бизнеса. Спорт. Среди увлечений наследного принца, транслируемых в его фотоблоге, множество активных видов спорта, от скайдайвинга и серфинга до верховой езды. Умение ездить верхом он оттачивал во время обучения в Великобритании. И после несколько раз становился победителем конных соревнований, в том числе престижных всемирных конных игр, проходивших в 2014 году во Франции. Молодой принц также любит заниматься рыбной ловлей. С самого детства Хамдан обучался конному спорту. Шейх Мохаммед – большой поклонник скачек, конкура и лошадей в частности, так что в распоряжении его сына всегда были лучшие скакуны и личная тренировочная площадка. Позже Хамдан участвовал в различных национальных и международных соревнованиях. В списке его достижений: золотая медаль в чемпионате World Youth Endurance Championship в Испании 2001 года, первое место в кубке King of Spain Endurance Cup 2002, первое место в чемпионате FA World Endurance Championship во Франции 2005, золотая медаль в соревнованиях Asian Games Endurance Championship в Катаре 2006 и многое другое. Принц может позволить себе любое средство передвижения, от реактивного самолета и лимузина до чистокровного арабского скакуна, а также верблюда, которых он разводит. На разведение верблюдов шейх тратит бешеные деньги. Хамдан также является большим поклонником не только конкура, но и других видов спорта. В числе его любимых увлечений – парашютизм, хайкинг, сноубординг, фридайвинг. Также он занимается глубоководной рыбалкой. Свою любовь к спорту Хамдан старается передать и другим жителям Эмиратов. Так он запустил фестиваль Dubai Fitness Challenge, участникам которого нужно тренироваться каждый день в течение 30 минут на протяжении 30 дней. В рамках этой инициативы в Дубае проводится множество спортивных мастер-классов и мероприятий, марафоны, а также есть сайт и приложение с ценными советами по питанию,
видеопримерами тренировок и расписанием активности в городе. Техника. Время от времени принц демонстрирует на снимках отдельные гаджеты из своей коллекции. Чаще всего это фотоаппараты, смартфоны последних моделей и экшн-камеры. Животные. Еще одной слабостью Хамдана являются животные. Он не только часто публикует совместные фото с ними в Инстаграме, на который в него подписано 8 миллионов 700 тысяч человек, но и участвует в благотворительных инициативах по спасению диких животных. Кроме того, у него есть личный зоопарк, в котором содержатся львы и белые тигры. Также он обожает соколиную охоту. Благотворительность. Наследник шейха поддерживает несколько благотворительных фондов и периодически участвует в устраиваемых ими акциях, а также сдает донорскую кровь. Также Хамдан жертвует деньги на лечение больных людей. Так, недавно проживающий в США молодой выходец из Арабских Эмиратов Халифа Дафус Аль-Михайри узнал, что болен онкологическим заболеванием и жить ему осталось не более 3 лет. После операции в Хьюстоне и безрезультатного курса химиотерапии юноша, которому перестали помогать даже лекарства, решился обратиться за помощью к пользователям социальных сетей. Как оказалось, шанс на продление у него есть, однако этот метод лечения не покрывается медицинской страховкой. Пользователи Инстаграма охотно откликнулись на просьбу эмиратца, и буквально за несколько дней ему удалось собрать $674 915. Каково же было его удивление, когда в комментариях к своему видеообращению он увидел запись от наследного принца Дубая шейха Хамдана ибн Мохаммеда Аль-Мактума, который пообещал оплатить всю оставшуюся часть требуемой суммы. «Ты очень смелый, мы с тобой», написал в частности принц под видеообращением эмиратца. Хобби. Хамдан увлекается искусством фотографии. Он много снимает сам, а также организовывает масштабные выставки в Арабских Эмиратах, где делится снимками известных и не очень фотографов из своей частной коллекции. Также именно с его подачи в 2011 году стартовала международная премия Hamdan International Photography Awards. Долгое время принц Хамдан считался одним из самых завидных женихов королевского происхождения. В 2008 году было объявлено о его помолвке с Хессу, двоюродной сестрой по материнской линии. Однако никах, религиозная церемония бракосочетания наследнего принца Хамдана и шейхи Хессу бин Джума Аль-Мактум, состоялась 15 мая 2019 года. Причины такой медлительности не называют, ровно как и не показывают жену Хамдана. В интернете нет ни одной ее фотографии. Празднование пришлось отложить из-за поста Рамадан. Лишь 6 июня эмир Дубая и его сыновья пригласили исключительно мужскую компанию для празднования тройной свадьбы. Все верно. В этот день женился не только принц Хамдан, но и 2 его родных брата вступили в законный брак со своими избранницами. Пиршество прошло во Всемирном торговом центре, где присутствовал 10-летний сын президента Узбекистана Алишер Мирзиев, внук Мирамон, а также 2 зятев Шавката, Айбек Турсунов и Атабек Умаров. Женская половина праздновала памятное событие отдельно, без лишней помпезности и внимания папарацци. Интересный факт. Шейх вправе иметь столько жен, сколько ему захочется. Для сравнения, у отца Хамдана, шейха Мохаммеда, по слухам, около 5 жен. Я говорю около, потому что точное количество действительно неизвестно, есть лишь свидетельства очевидцев и догадки. Хамдан получил титул наследного принца лишь в 2008 году. До этого момента прямым наследником шейха Мохаммеда считался его старший сын, принц Рашид. Именно он должен был занять пост эмира Дубая и премьер-министра Арабских Эмиратов после смерти отца. Однако Рашид ушел из жизни раньше Мохаммеда, в 33 года в 2015, перед этим испортив себе репутацию и отношения с отцом. Все началось с 2008 года, когда Мохаммед лишил Рашида статуса кронпринца Дубая, заставил отречься от прав на престол и отказал в какой-либо должности среди руководства Эмирата. Почему Рашид внезапно впал в немилость Мохаммеда, стало известно лишь в 2010 году, после публикации серии документов в Wikileaks. В телеграмме генерального консула США в Дубае Дэвида Уильямса сообщалось, что по его источникам шейх Мохаммед лишил сына всех прав и статусов из-за того, что Рашид убил одного из работников в офисе эмира. Скандал получил новый виток в 2011, когда в суд Великобритании подал иск Алантуджи Фалее, темнокожий сотрудник из персонала британского дворца Мохаммеда. По словам Алантуджи, он регулярно сталкивался с дискриминацией по расовому и религиозному признаку. Семья шейха называла его не иначе как Аль-Абд Аль-Асвад, что в переводе с арабского означает «черный раб».
А его веру, англиканство, сопровождало эпитетами «дурная», «низкая» и «отвратительная». В качестве свидетеля также был вызван другой работник персонала Эджил Мохаммед Али, который под присягой подтвердил еще и тот факт, что у принца Рашида серьезные проблемы с наркотиками, и недавно он прошел курс реабилитации. На этом все, друзья. Смотрите другие видосы на моем канале, а завтра уже выходит новое. Не пропустите. Будьте здоровы. Пока-пока.